Гамардёва генацвали, дорогие друзья! Сегодня я приветствую вас на грузинском языке, потому что готовим мы с вами сегодня вкуснейший чашушули по-грузински. Мы уже попробовали это блюдо на нашем мукбанг-канале, ссылочку оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, ссылочка внизу в описании под видео. Все эти рецепты мы снимаем для вас с любовью из Турции. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать. Будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить чашушули по-грузински. Будет очень вкусно и интересно. Мы начинаем. Чтобы приготовить вкуснейшее грузинское блюдо чашушули, нам потребуется 1 килограмм мяса. В моем случае это филе куриных бедрышек. Можно использовать говядину. В зависимости от того, какое вы будете использовать мясо, будет зависеть продолжительность приготовления. Значит, смотрите, здесь у меня 1 килограмм филе куриных бедрышек, полкилограмма красных мясистых хороших болгарских перцев, помидорок у меня здесь 5 штук общим весом 800 грамм, 2 большие луковицы весом 450 грамм. Также нам потребуется соль, черный перец по вкусу. Рекомендую использовать хмели сунели. В Турции я такую приправу найти не смогла, поэтому я буду использовать кориандр. Чеснок у меня здесь количество 25 грамм. 4-5 зубчиков чеснока, если они у вас крупные. У меня они достаточно мелкие, смотрите. Также нам потребуется 70 грамм сливочного масла и 50 миллилитров растительного масла. А также нам потребуется, друзья, хороший такой большой пучок кинзы. Ну какая же грузинская кухня без кинзы? У меня здесь 85 грамм вот такой свежайший вкуснейшей кинзы. Для начала нам необходимо нарезать курицу и овощи. Курицу буду нарезать достаточно крупно. Посмотрите, вот на такие кусочки. Одно бедро я делю на 4 части. Таким образом полностью нарезаю курицу. Если бедрышко не очень крупное, соответственно, делю на 3 части. Курицу я нарезала, пока убираю в тарелку и в сторону. Далее на очереди у нас лук, помидоры. Не забудьте, пожалуйста, заранее поставить разогреваться воду, довести ее до кипения. С помидоров мы будем снимать кожуру. Вот такие надрезы крест-накрест я делаю на помидорах и помещаю в глубокую чашку. Чуть позже буду заливать их кипятком. Таким образом блюдо будет у нас намного вкуснее, потому что не будет кожуры от помидоров. Помидоры я подготовила, пока убираю в сторону. Что касается лука, его разрезаю пополам, далее на четвертинки. И вот так четвертькольцами нарезаю лук. Толщиной примерно 2 мм. Таким образом подготавливаю лук. Лук я нарезала полностью, пока убираю тоже в тарелку и в сторону. Далее на очереди у нас болгарский перец. Болгарский перец разрезаю пополам. Удаляю семена, плодоножку и перегородки. И болгарский перец разрезаю просто полосками толщиной примерно 5-7 мм. Таким же способом поступаю со всеми оставшимися болгарскими перцами. Болгарский я тоже весь нарезала, тоже убираю пока в тарелку, пока подготавливаю все овощи. Убираю в тарелку и в сторону. И нам осталось заняться только помидорами. Жду, когда закипит вода, чуть позже покажу, что делать дальше. Итак, друзья, вода у меня в чайнике закипела. Заливаю кипятком помидоры. Воды необходимо столько, чтобы помидоры были полностью погружены в воду. Оставляем помидоры в кипятке буквально на 2 минуты. Итак, друзья, прошло 2 минуты. Дальше я беру чашку с холодной водой и из кипятка отправляю помидоры в холодную воду. Оставляю помидоры теперь в холодной воде еще на 2 минуты. Все, друзья, прошло 2 минуты, а дальше смотрите, очень легко и просто помидоров отходит кожура. Вот таким образом теперь чистим помидоры. Вот такой получается полностью очищенный от кожуры помидорчик. Я пока буду развлекаться с помидорами, позже покажу, что делать дальше. Все, друзья, помидоры я все почистила. Теперь нам их необходимо нарезать. Разрезаю пополам, так чтобы плодоножка оставалась на одной стороне. Плодоножку вырезаю вот таким треугольничком. Все остальное нарезаем достаточно крупными кубиками, шириной примерно 1,5-2 см. Крупно режем помидоры. Таким образом нарезаем полностью все помидоры. Помидоры у меня тоже нарезаны. В чашку убираю глубокую, потому что они достаточно сочные, чтобы сок никуда не вытек. Все, друзья, овощи и мясо у нас подготовлены. Можно приступать к приготовлению чашушули. Кастрюлю или казан устанавливаем на плиту. Зажигаем максимальный огонь. Отправляем в кастрюлю 50 мл растительного масла. Ждем, когда масло хорошо прогреется. Итак, масло у нас очень хорошо прогрелось. Отправляем в кастрюлю мясо. Обжариваем мясо до образования золотистой корочки. Итак, друзья, периодически я перемешивала курицу. Слегка покрылась она корочкой, этого достаточно.
На этом этапе курицу посолим. 1 чайную ложку я кладу. Дальше посмотрим по вкусу. Еще раз хорошо перемешиваю и отправляю в кастрюлю лук. Все хорошо перемешивая, обжариваем буквально пару минут курицу с луком. На этом этапе в кастрюлю также отправляем 70 грамм сливочного масла. Все хорошо перемешиваем. Итак, друзья, прошло 2 минуты. В кастрюлю отправляем болгарский перец. И также перемешивая, обжариваем еще в течение 2 минут. Итак, друзья, прошло у нас 2 минуты. В кастрюлю отправляем помидоры. Все хорошо перемешиваем. И обжариваем теперь все вместе еще в течение 3 минут на максимальном огне. Итак, друзья, на максимальном огне тушила я овощи вместе с мясом еще 3 минуты. Далее заливаю водой. Буквально 300 мл воды будет достаточно. На этом этапе в кастрюлю отправляем чайную ложку хмели сунели. В моем случае это просто кориандр. Пол чайной ложки черного перца. Еще раз хорошенько все перемешиваем. Далее закрываем крышкой, уменьшаем газ. Газ я устанавливаю между средним и минимальным, примерно на 2. Следим, чтобы наше блюдо постоянно продолжало кипеть. Засекаю с этого момента теперь ровно 30 минут. Поскольку у меня курица, я засекаю 30 минут. Если вы будете готовить это блюдо из говядины, в зависимости от того, какой кусок мяса вы берете, тушите на медленном огне до готовности вашего мяса. Итак, друзья, прошло 10 минут. Смотрите, как активно у меня кипит блюдо. Я уменьшу до единицы. На самый минимальный огонь поставила, пусть продолжает кипеть еще 20 минут. А тем временем, друзья, пока у нас с вами тушится чашушули, мы с вами нарежем кинзу. От кинзы вот эти палочковые части я не срезаю, не удаляю и не выкидываю. Все это дело пойдет у нас в блюдо, потому что они очень нежные. В отличие от петрушки, у кинзы эти палки очень нежные, поэтому я все нарезаю мелко. Все, друзья, кинзу я нарезала. Ждем, когда пройдет время и потушится наша чашушули. Итак, друзья, чашушули наша готова. Прошло у нас ровно 30 минут. Отключаем газ. На этом этапе в кастрюлю отправляем чеснок. Также в кастрюлю отправляем заранее нарезанную кинзу. Все хорошо перемешиваем. Посмотрите, какая аппетитная вкуснятина у нас с вами получилась. Можно сервировать и подавать к столу. Еще буквально пол чайной ложки соли положим. Чуть-чуть соли не хватило мне. И перемешиваем. Все, друзья, мое идеальное чашушули готово. Можно подавать к столу. Итак, друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень все аппетитно выглядит. Нам уже не терпится с Алексеем попробовать все это на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.